Сегодня 2 апреля 2025 года, и посмотрите, в Одессу пришла уже настоящая весна. Это, наверное, сливка, я точно не знаю, но здесь такой аромат, просто не хочется отходить от дерева. Всех приветствую из Одессы. У нас сегодня такая весенняя погода, тепло, периодически солнечная переменная облачность, но периодически такие порывы холодного северного ветра. Такая настоящая одесская весна. Вроде бы тепло, но немного так с подвохом. Вчера у нас с вами был такой положительный, хороший день. Мы поехали в центр города, на Юмарину. Немного повысили уровень такого положительного настроения. Но, к сожалению, тихо, спокойно и весело было только днем. А вечером Одесса снова погрузилась в ужас и страх. Вчера около 10 часов вечера раздался сигнал воздушной тревоги и пришло оповещение о том, что на Одессу летит большое количество беспилотников, и одесситы уже знают, что в последнее время атаки не проходят бесследно для города. Спустя какое-то время уже были слышны первые взрывы. Но тревога закончилась и думали, наконец-то все, можно спать спокойно, но нет. Около часа ночи снова прозвучал сигнал воздушной тревоги, и в этот раз уже было пострашнее, потому что снова над домом пролетал дрон, и снова были слышны очень близко и близко взрывы. Я неоднократно в своих видео говорю, что когда дрон летит над домом, то просто замирает сердце, потому что ты не понимаешь, он так неприятно и так жутко жужжит, что ты в любую минуту не понимаешь, что может случиться, потому что все мы смотрим видео в пабликах, как летят эти дроны, как они падают, какой при этом звук. И, конечно, когда их слышишь, то не самые приятные мысли появляются в голове. И, наверное, все одесситы, которые слышали вчера взрывы, потом уже сложно было им уснуть, потому что все мы пребываем в состоянии стресса, и каждую ночь мы не знаем, что может случиться. Но, несмотря на то, что в Одессе сейчас неспокойно, одесситы стараются не унывать и поддерживать везде хорошее настроение. Мужчина исполнял известную украинскую песню «Одну калину за вікном, одну родину за столом», но, к сожалению, из-за правил мы не смогли ее опубликовать, потому что там присутствовала оригинальная музыка. Вот так, даже проехавшись на одесском трамвайчике, можно получить дозу позитива, хотя в некоторые моменты при прослушивании этой песни становилось даже немного грустно. Потому что каждому украинцу уже очень хочется, чтобы наконец-то наши дни и ночи были уже спокойными и без воздушных тревог. Сейчас как раз прохожу возле Соборки и покажу вам, каким важным делом еще занимаются одесситы в такую хорошую солнечную погоду. Все играют в домино. Причем играют здесь люди просто сутками. Смотрите, все сосредоточены. Очень сосредоточены. Вот это занятие, вот это хобби. Никто даже на меня не смотрит. Шахматы вижу здесь. Класс. Все заняты, все при деле. Даже интересно со стороны наблюдать. Кстати, недавно прочла очень важную информацию. Всемирная организация охраны здоровья сменила возрастные классификации. И теперь до 45 лет – это молодость, до 60 – средний возраст, до 75 – пожилой и 90 лет – это уже долгожители. Поэтому, если вы относились к другим категориям по возрасту, отнесите себя теперь к новым, современным и правильным. Слышите, как птички поют «Весна»? А знаете, что хочу сказать? Что у нас самые лучшие, самые замечательные зрители. Несколько дней не выходили наши видео, и вы беспокоились, спрашивали, как у нас дела, все ли у нас в порядке. Кто-то писал добрые, хорошие комментарии, кто-то спрашивал, как дела, кто-то просто смотрел наши видео. Мы каждому очень благодарны. Спасибо вам большое за то, что вы у нас есть. Знаете, несмотря на войну, на одесских дорогах можно встретить огромнейшее количество автомобилей, большие пробки, и это не улучшает качество воздуха, которым мы дышим.
Но прочла интересную статью, что в последнее время часто в Одессе проверяли воздух на содержание опасных веществ, и в Одессе воздух чистый и не превышает нормы опасных выбросов, что не может не радовать каждого жителя города, потому что все любят пешком пройтись по улицам, полюбоваться красотами Одессы. Все-таки есть плюс жить у моря, еще даже в этом. Все-таки у нас часто ветер, свежий с моря, можно сказать, и обдувает наш город, и от этого качество воздуха хоть немного улучшается. Вот здесь можно купить такое маленькая ярмарка, браслеты различные, ниточки, сувениры. Здравствуйте. Сувениры вот одесские. Смотрите. Магнитики, да. На одесскую тему. Вот деньги золотые, доллары можно купить. Стопочки с надписью Одесса. Все об Одессе. Но самое главное, можно купить тельняшки. Вот, смотрите, Одесса мама. Командовать парадом буду я. Все правильно, все по-одесски. А в какую цену тельняшки? Тельняшки без ничего, либо с рисунком. И такие, и такие. Без ничего 350. Ага. С рисунком майки есть по 300, футболки 350. Ага. Спасибо большое. Пожалуйста. Есть вот такие вот футболки. Одесские интересуют. Зрители. Спасибо. Вот такие вот. Пока только черненькие. Ага. Скоро будут и беленькие. Хорошо. Мама. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо. О, здесь такой базарчик расположился вокруг всего собора. Здесь можно купить что душе угодно. И большинство все на одесские темы. Посмотрите, какие гребешки. Какая красота. Это все из дерева. Так, вот такой вот базарчик. И все, I love Одесса, все Одесса. Так что, если вам нужно что-то привезти из Одессы, одесские коты тоже есть на картинках, то все можно приобрести здесь. Ой, точно одесские, смотрите, какие толстые. В Одессе очень редко, когда и влюбленные тоже есть. Вот, одесский котик, кстати, классный. Редко, когда в Одессе встретишь худого кота. Слушайте, здесь в центре уже вообще настоящая весна. Посмотрите, листья уже появляются на деревьях. Боже, я просто счастлива. Наконец-то пришла весна. Можно не ходить в теплых куртках и потихоньку уже начинать загорать. О, наши одесские рапанчики. Здравствуйте. Вот так вам немножко показала, что можно купить в Одессе. А вот наш прекрасный Свято-Преображенский собор. Он в прошлом году пострадал, позапрошлом даже, уже в 23-м году, по-моему, пострадал от ракеты. И был очень сильно поврежден, но, как видите, его уже немного, можно сказать, починили, но еще все забито фанерными листами. Видите, везде фанера. В центре города очень много зданий с фанерой, поэтому это уже никого не удивляет. Но в целом он действует, работает, и это радует, особенно верующих людей. Вот такие вот дела. Надо будет с вами как-то внутрь пройти. Ой, какая шумная компания молодых людей. Меня, наверное, даже слышно не будет. А еще на соборке картины продают. Очень здесь есть они красивые. И настоящие, одесские. Но их уже, наверное, я буду показывать в следующем видео. Хотя вот немножко и покажу.
Вот какие необычные и красивые картины продаются. А вот одесские рассветы и закаты. Скоро лето, и по утрам вот так вот у нас будут выглядеть пляжи. Смотрите, какая красота. Ой, птички летают, голуби. Смотрите, это все одесские пейзажи. Это все Одессика морская. Да, да. Порт, яхты, корабли. Красота. Одесские морские пейзажи. Да, очень красиво. Спасибо. Смотрите, маленькая кофейня, но они относятся с заботой к животным. Посмотрите, у кофейни есть угощение для котиков, собачек, можно попить водички. Но это скорее даже для котиков. Но тем не менее, все с заботой о животных. Весенние котики уже пригрелись в палисадниках. Спит себе, что-то ему снится, наверное, воздушная тревога. Он там бежит куда-то. Мы не знаем, каким сегодня будет день, не знаем, что нам снова готовит ночь, потому что в последнее время обстрелы в Одессе не проходят бесследно. Но хочется, как всегда, верить только в лучшее. И я всем желаю хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Пока-пока.